Всем доброго времени суток. Вот уже прошло некоторое время с момента покупки 3D принтера от Anet E12. Столкнулся с некоторыми проблемами, решение которых искал во всех источниках, а в итоге исправил все своими силами. В общем, обо всем по порядку, а на сам принтер и на необходимые расходники ссылки найдете в описании. После покупки 3D принтера от фирмы Anet модель E12, она же в этой линейке самая большая, то есть область печати большая. Максимум, что приходилось делать, это настраивать стол, обклеивать малярным скотчем и мазать поверхность бумажным клеем. В общем, ничего не предвещало беды, как в один прекрасный день модель стала печататься как-то неправильно. То филамент идет нормально, то не идет и вовсе, затем кучей буквально вываливается и снова перестает. Принтер никаких ошибок не выдавал, но модель не печаталась должным образом, и сложившаяся проблема требовала решения. Стало было начал грешить на сопло, было предположение, что оно засорено, и по совету каких-то людей в сети пришлось прокипятить в лимонной кислоте, что не дало никаких результатов, и снова начал искать проблемы, как совершенно случайно увидел испорченный термистор. Это маленький датчик в экструдере, который, судя по всему, отвечает за температуру нагрева самого экструдера. Он буквально рассыпался, и я незамедлительно заказал новый и ждал его целую вечность. А пока мои заказы были в дороге, я заметил, что штекер стола из-за своего неудачного расположения благополучно сгорел. Замкнуло, видимо, потому что постоянно сгибается в этом месте, но решилась проблема замены этого штекера. А нашел я подходящий в старом DVD-плеере, который как раз таки отдавали на запчасти. В конце концов заказы подъехали, как не прошло и года, и я снова взялся за разбор и на этот раз замену термистора. Все поменял, филамент уже не застревал, печать шла как и должна была идти, и не успел я нарадоваться, как пришла новая проблема. И заключалась она в самой печати изделия, и как бы странно это ни звучало, модель печаталась волнами. Даже моя фантазия не способна была угадать причину столь неадекватной печати, и я отправился на поиски ответа в Google. Так, ничего толкового не найдя в просторах поисковика, хотел было пойти путем наименьшего сопротивления и купить верхнюю раму отдельно. Как вдруг один зарубежный товарищ начал говорить на инглише, мол, типа экструдер болтается, а это не есть хорошо. Предлагал в расширенное отверстие закрутить шуруп, и типа это решит проблему. По крайней мере, ему это помогло. Человек дело говорит, подумал я, как взялся вкрутить заветный шуруп, и тут на мои глаза попалась торчащая концовка самого заводского шурупа экструдера. Начал двигать экструдер в конец и увидел, что помимо того, что он упирается в крепление рамы, так еще и умудряется тереться. Трется он о декоративную ленту, наверное, она декоративная, и тем самым затрудняет свой ход. Решение не заставило себя ждать, и лента сразу оказалась лишней, после чего она удачно была удалена. Болт крепления рамы, о которого упирался болт крепления экструдера, был сточен, и уже ничего ничему не мешало. Заметил также, что ролики, на которых едет экструдер по своей оси, дал трещину, но их я распечатал, немного обработал надфилем, и встали они как родные. Хотя этот ролик я сделал меньше, чем был изначально, так как он не давал вот этому колесу, или как он там называется, ехать по оси. Что я купил и советую купить тем, кто обзавелся принтером этой фирмы или хочет им обзавестись. Первым делом заказал термисторы, они у меня испортились дважды, во второй раз сам не так вставил свое посадочное место. В общем, штука копеечная и лучше взять много, конечно в пределах разумного, думаю штук 10 хватит. Следующим, что советую брать, это иглы, которыми чистят сопло, которое бывает засоряется, а потом приходится кипятить. А можно взять и сами сопла, они недорогие, в комплекте с разными диаметрами, лишними не будут, это точно. Следующая немаловажная вещь с точки зрения сохранения нервных клеток и уменьшения шума – это вентиляторы. Шуметь они начинают дико, я так думаю, свои родные, не очень хорошего качества, и раз уж они, а именно тот, что в блоке управления стоит, там нужен.
Вот мой, к примеру, бывает начинает издавать визги, а потом перестает. В общем, звук неприятный и лучше, чтобы его не было. По-моему, вот эта вещь называется Bowden. Если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Так вот, ее тоже лучше будет прикупить. Свою я посадил на суперклей, иначе тефлоновая трубка выскакивала оттуда и печать шла криво или вообще начинала с другого места. И сама тефлоновая трубка тоже нужна после поломок и танцев с бубнами. Она начинает становиться короче и пусть будет в наличии. Это, в принципе, все, что должно быть под рукой, чтобы, как мне, не ждать вечность, пока Почта России будет его катать по всем городам страны. На все про все уйдет, наверное, где-то 1000 рублей, может чуть меньше, а вот с кэшбэк-сервисами будет экономия. Ссылки на регистрацию есть в описании. Там же ссылка и на сам принтер, и на все необходимое, что я советовал к покупке. Загляните туда, ссылками на покупки там не ограничено. Не знаю, как все другие могут отнестись к такого рода поломкам, задуматься о покупке, а точнее о том, чтобы не покупать этот принтер. Но лично я доволен и размерами принтера, и качеством печати, так еще я знаю о его болячках, да в принципе все, что ломается у него, решение есть на YouTube. И с уверенностью могу советовать его, так как любой другой принтер тоже будет показывать свои фокусы, а решение проблем в сети может и не быть. Каждый будет показывать купленный им принтер и будет советовать его к покупке. Не все смогут спустя полгода советовать его также к покупке. В общем, надеюсь, выпуск был полезен. Буду благодарен за лайк и подписку, а колокольчик уведомит о моих новых выпусках. И на этом мой этот выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.